Всем привет! У нас сегодня маленькая дата, это 20-й выпуск. Это уже, знаете, я вам хочу сказать, неплохой опыт и неплохое, будем так говорить, продвижение. Мы остановились на 97-й странице, 20 выпусков. Нам еще предстоит 193 страницы, ну вообще 193. Поэтому мы уже где-то, почти половина, и это 20-й выпуск. Это здорово. Поэтому поздравляю вас, те, кто смотрит, те, кто со мной. У нас сегодня очень интересная тема. Продолжая профиль судьбы, мы задаем вопрос: какова моя судьба, вместе с Ральфом Блюмом. И мы сегодня будем это читать, и есть небольшое толкование по этой теме. Также традиционно я напоминаю, что кто желает изучать свою энергетику через руны, по-прежнему ссылка в описании, и все необходимые данные для того, чтобы зайти на обучение, всегда есть. Поэтому много чего интересного, и готовятся новые проекты, но о них вы скоро узнаете. Поэтому добро пожаловать. Всегда рад и всегда открыт. Если какие-то есть вопросы, вы можете задать в комментарии, вы можете найти мою почту, написать на почту. Мы можем с вами даже выйти в общение в Google чате. Поэтому при желании я открыт к общению и всегда отвечаю, стараюсь отвечать на комментарии, адекватные комментарии. Но у нас сегодня, как всегда, чтение, и чтобы мы не затягивали, потому что я не готовлюсь. Я вот прочитал, и я читаю вместе с вами и комментирую экспромтом. То есть нет у меня текста там на экране, кроме того текста, который видите вы. Поэтому во всем есть экспромт и есть проявление моих знаний, моего понимания, моего видения. Напомню, что книга Ральфа Блюма меня привлекает своей харизмой, привлекает своей неоднозначной позицией, особенно с учетом того, что он является христианином. Ну, в том понимании, которым это понимается у американцев. Ну что, мы начинаем читать. Какова моя судьба? Понятие судьба, а в северной традиции это слово вирт. Понятие судьба в данном контексте означает идеальное прохождение вами вашего жизненного пути, вашу идеальную возможность. То есть идеальное прохождение вами вашего жизненного пути, идеальная возможность. Нет такой вещи, как плохая судьба, поскольку ваша судьба есть проявление воли Божественного. И воли Божественного внутри нас, я напоминаю, это мое видение. Во имя вашего высшего блага существует некая сила, которая непрестанно подталкивает нас к изменениям скорее в лучшую, чем в худшую сторону. И сила это есть проявление божественной воли, а значит нашей воли, если мы осознаем свою божественную суть, проявление божественной сути нас, я бы так перевел, нашей жизни. Ваша судьба есть ваше духовное предназначение. Ваш вирт есть ваше духовное предназначение. Я бы здесь добавил ко всему этому такое понятие, как воля человека или воля по судьбе. Потому что в первую очередь мы проходим свою судьбу не потому, что нам кто-то написал сценарий, иначе мы бы не имели бы возможности делать выбор. И это не значит, что по судьбе сделал кто-то сценарий, что выбор тоже должен быть правильным. И мы находимся в некой иллюзии. Алекс, приветствую вас. Судьба на самом деле не иллюзия. Никто нам не прописывал определенный выбор. Потому что если мы рассматриваем квантовые процессы, например, тот же самый принцип или теорию кота Шрёдингера, одновременно есть
код живой и есть код мертвый. Если вы знакомы с этой теорией, то одновременно есть два события. Есть событие присутствия, есть событие отсутствия. Это точно так же, как мы вытягиваем, например, из мешочка руну, есть вероятность того, что мы вытащим любую из 24. И когда мы вытаскиваем вслепую руну, то мы вытаскиваем один из вариантов, продавливая таким образом вирт. Почему мы вытаскиваем? Потому что наше энергетическое состояние по нашему запросу соответствует максимально этой энергии или этому выбору пути. То есть в данном случае этот выбор пути мы делаем осознанно на самом деле. Это нету никакой тайны. Эта тайна предназначена нами же, нашим состоянием, нашей энергетикой, нашими мыслями, нашими эмоциями, нашим состоянием, всей совокупностью энергетического импульса мы, по сути, предопределяем определенный выбор. Поэтому вероятность, когда мы сомневаемся, выбрать то или выбрать то хочу вам известить такую: какой бы мы выбор ни сделали, он всегда будет правильный. Вот это и есть концепция судьбы. Какой бы мы выбор в жизни ни сделали, он всегда будет правильный. Поэтому, когда говорить, что есть плохая судьба, есть хорошая судьба, это в корне неверно. Это может говорить тот, кто не понимает, как происходит процесс выбора. А этот процесс выбора, он может быть неосознанным, он может быть импульсивным, он может быть под определенным давлением обстоятельств, и вроде бы кажется, что тебя вынудили сделать тот или иной поступок. Но это неправда, это ложь самому себе. Это самая первая ложь, которую мы говорим себе. Это неправда. Правда заключается в том, что у тебя всегда есть возможность выбора. Вопрос в другом. Если ты в этом выборе ограничиваешься только одним вариантом, то он один. Это твой выбор тоже этого варианта. Но почему, например, когда возникает вопрос или препятствие в жизни, он заставляет искать выход, он заставляет искать определенные решения. То есть мы начинаем перебирать варианты, оптимальные для нас, оптимальные для наших условий, оптимальные для нашего состояния, которые максимально удовлетворят наш быт. Но мы начинаем это выбирать только тогда, когда нас сдвигает из зоны комфорта. То есть нас сдвинули, нам создали прецедент, где мы начинаем искать выбор. А это и есть движение, это и есть путь. Потому что зона комфорта, при которой у нас обыденная, накатанная жизнь, это без выбора, без варианта. Потому что завтра будет точно такой, как сегодня. А послезавтра будет такой же, потому что и вчера было такое же. Движение, изменение, трансформация, наши изменения, наш опыт, наша жизнь, наши знания изменяется только тогда, когда мы стоим перед выбором. Это и есть движение. Так вопрос: какова моя судьба? А моя судьба оказывается в том, что я должен научиться делать выбор. Я должен научиться развиваться, потому что именно в выборе мы делаем развитие. У нас происходит развитие. Что еще очень замечательно или особенного мы можем выбрать? Вот в северной традиции есть такое понятие, что судьбу плетут или предопределяют норны. На самом деле норны предопределяют, знаете, вот 3 норны, 3 линии. И норны, заметьте, прошлое, настоящее, будущее. То есть они закладывают определенные нити судьбы. А вот какой узор мы в эту жизнь внесем, плетем в эти нити, это уже наш вирт. Это четкая парадигма скандинавской мифологии, скандинавской темы, в том числе и понимание рунической магии, рун, в этом и заключается. Потому что предопределенная судьба — это всего лишь 3 нитки, это не есть ткань мира, не есть ткань жизни. Понимаете? Человек может родиться в определенных обстоятельствах, ему предопределили, например, норны,
определенную судьбу. Но это ж не значит, что теперь он должен находиться в том состоянии, потому что ему кто-то предопределил. Это пассивное отношение к жизни, она приводит, как правило, ни к чему. Человек не развивается. И он вынужден снова нырять в воплощение, ему снова те же самые нити кидают норны, он снова это проживает, пока ему это не надоест, пока он не начнет меняться. А меняется он всегда при обстоятельствах, при которых он выходит из состояния унылое говно и начинает двигаться вперед, именно через трудные обстоятельства. Вы посмотрите, вся наша цивилизация, вся наша раса двигается в развитии только благодаря каким-то определенным препятствиям. Именно препятствия вырабатывают определенный иммунитет, именно препятствия или какие-то непонятности заставляют нас развиваться. Поэтому какой узор жизни мы создадим? Есть другой момент, на который стоит обратить внимание, но я прочитаю немножко дальше. В то же время понятие «судьба» подразумевает ограничение, которое в вашей судьбе реализуется как прямое следствие жизненных возможностей. Согласно руне Эвос, не бывает упущенных возможностей. Вы просто должны осознать, что не все возможности вам равно доступны. Не каждый счастливый случай предназначен для вас. Это здесь как цитата взята. Не бывает упущенных возможностей, вы просто, я не знаю, откуда он взял, но я хотел бы это прокомментировать, потому что с этим, позвольте уж, уважаемый господин Ральф Блюм, не согласиться. Есть очень много доказательств. Даже, например, возьмем того же президента Зеленского, да, который сейчас управляет Украиной. Посмотрите, он был комиком, понимаете? Но захотел, видимо, стать президентом. Это его путь. Я не в плане каких-то осуждений или каких-то политических инсинуаций. Я просто взял его как пример. То есть человек развивается. Неважно, что что-то не так или как-то не так. Всегда, когда человек развивается, всегда найдется толпа, которая скажет: ой, что ты тут несешь, что ты тут вообще творишь. Понимаете? Но человек взял ответственность, человек двигается, человек что-то делает, человек что-то показывает. Да, естественно, когда кто-то что-то делает, он делает ошибки. А критикуют как раз те, кто ничего не делает, как правило, в основном. И вот здесь вот момент. Не бывает упущенных возможностей. И тут же Блюм дает противоречие. Вы просто должны осознать, что не все возможности вам равно доступны. Я думаю, что, скорее всего, его христианское убеждение Ральфа Блюма не дает ему изменить свою парадигму, или он смягчает для читающих, да, христиан, которые читают, в которых он авторитет, чтобы вот как-то вот, знаете, не выйти за грани парадигмы. На самом деле руны четко показывают о том, что все возможно. Все возможно. Главное четко осознавать, что мне необходимо для развития. Потому что, задав вопрос, какова моя судьба, нужно задать ответный вопрос, что мне помогает в развитии. Потому что это и есть моя судьба. Судьба моего развития, судьба моего движения. Поэтому здесь вопрос очень важный. Помимо «какова моя судьба», обреченно. Какова моя судьба? Скажите мне, руны, какова моя судьба? Вот. Этот настрой будет таким же ответом в этом настрое. Понимаете? А если мы задаем вопрос, какова моя судьба, как с самого начала Ральф Блюм, идеальное прохождение вами вашего жизненного пути, вашу идеальную возможность. Это идеальное, это то, что мне лично необходимо для развития. Зачем мне получать препятствия в жизни? Препятствия в жизни. Зачем мне попадать в какие-то ситуации, при которых я не могу развиться и утыкаюсь в препятствия,
если понимая, каков мой путь, какова моя судьба, понимая, что мне, предназначено, мы разбирали в прошлом выпуске, мое предназначение, мое призвание. Вот что самое главное. Поэтому осознать, что не все возможности вам равнодоступны, это не то, что возможности все доступны, а то, что нас развивает, что нам необходимо для развития. И на это сконцентрировать и тратить свою жизненную энергию, жизненную силу, устремление. Потому что самый главный признак, особенно те, кто столкнулись или идут парадигмой или знанием северной традиции, они уже давным-давно уяснили одну очень простую вещь, что когда в жизни возникает препятствие, в отличие от христианского мировоззрения, препятствие — это Бог запрещает, это значит мне не надо, потому что Бог нам чуть ли не расстелил красную дорожку. А где же вы, где же ваше развитие? Это одна сторона. Но с северной традиции парадигма следующая, что если мы идем правильным путем, должны быть как знаки препятствия. Если у нас есть препятствия, значит мы идем правильным путем. А вот если препятствий нет, мы заплутали, мы заблудились, мы идем не туда, куда надо. Поэтому первым знаком северной традиции, тот, кто идет путем магии, путем познания, заключается в следующем. Здравствуйте, Анна. Заключается в следующем, что у вас в первую очередь должны возникать препятствия. Почему? Потому что эти препятствия закаляют дух, закаляют силу, учат вас обходить эти препятствия или преодолевать эти препятствия. Таким образом вы становитесь сильнее. Иначе в вашей жизни, если вы поставленные препятствия спасуете, он будет ставиться, пока вы не пройдете как урок, пока вы не сдадите как экзамен. Поэтому раз было, два было, третий раз поставили. Но что ж мы такие тупые и не хотим учиться? Почему нам нужно третью ситуацию подобную поставить, чтобы мы ей научились? Может, поменять тактику имеет смысл и преодолеть это препятствие? Третье, вроде бы, препятствие, да? Вот в чем вопрос. Поэтому я могу сказать, что не все возможности вам равнодоступны, все возможности доступны, но нужно смотреть на то, что нам дает развитие. Не каждый счастливый случай предназначен для вас. Нам предназначен именно тот счастливый случай, и, как говорил Алистер Кроули, когда человек познает свою истинную волю, то есть, по сути, идет своей судьбой, то вся Вселенная способствует этому развитию. Вся Вселенная способствует. А естественно, если ты идешь не своим путем, а чужим путем, пытаясь за счет другого быть счастливым, то какие ты ожидаешь преференции в своей жизни? Какова судьба? Конечно, судьба будет унылое говно. Извините за эпитет. Если ваши ограничения показывают вам, чего вы не можете совершить в этой жизни, то они не призывают вас. Здравствуйте, Павел. Если ваши ограничения показывают вам, чего вы не можете совершить в этой жизни, то они не призывают вас принять себя таким. То они же, если ваши ограничения показывают вам, чего вы не можете совершить в этой жизни, то они не призывают вас принять, то они же, вот я оговариваюсь, то они же призывают вас принять себя таким, как вы есть, и продолжить выполнять то, что надлежит выполнять именно вам. Ну, вообще, призывает вас принять себя таким, как вы есть. Это первейшая задача любого человека, который становится на путь развития, духовного развития. Потому что если мы будем оглядываться, что о нас думают люди, правильно ли мы занимаемся, если у тебя нет успеха в том, что ты делаешь, может, пора сменить род деятельности. И тут вопрос, не кто-то должен тебе это говорить, а ты сам себе должен сказать. Ты занимаешься тем делом, которое тебе приносит удовольствие, ты занимаешься тем делом, в котором ты получаешь кайф, и у тебя есть энтузиазм делать свое дело. Да?
ты хочешь в этом направлении развиваться, и у тебя есть дальние планы для развития, и ты веришь в успех, то это будет именно так. И принятие самого себя таким, какого есть, это не смирение, как любят часто говорить христиане, пряча свою ленность за догматику смиренности, под крепкую руку Божию, ибо Он усмотрит. Не усмотрит Он, не поможет, если мы сами себе не поможем, если мы сами себе не создадим путь к развитию. Вот в чем вопрос. Даже если взять парадигму христианства, то Бог, христианский Бог, Он не смотрит на людей, которые сидят, Бог поможет. Он помогает тем, знаете, есть пословица народная такая вот, что ты Бога вопрошай, но сам не плашай, да? Ты что-то делай. Или как такой еврейский анекдот, когда Авраам молится Богу, дай мне лотерейный билет, ну, пусть я выиграю джекпот. И он так молится усердно, Бог смиловался и шепнул ему, он говорит, так купи лотерейный билет. Понимаете? То есть что-то нужно сделать. Потому что, опять же, как писал апостол Иаков, вера без дел мертва. Вот покажи мне свою веру, а я покажу дела свои. Это я цитирую апостола Иакова. Я знаю немножко Евангелие и Библию в этом плане. И если рассматривать и изучать Библию с магической точки зрения, то это очень духовная книга. То есть не с точки зрения догматики, а именно с позиции магических знаний. И Христос был не Господь, а был магом. И Он принес знания о магии. Но это я отвлекся в сторону. Призывает вас принять себя таким, продолжить выполнять то, что надлежит выполнять именно вам. Но для этого и нужно понимать. Какой пример толкования? Пример толкования руна Перт. Вот она, притом Перт перевернутая. Здесь рисуночек. Вытягивая перевернутую руну Перт, руну инициации, вы получаете напоминание о том, что ничто внешнее не имеет никакого значения, кроме того, как оно вам представляется. Я здесь прокомментирую руну Перт. Во-первых, в раскладах руна Перт показывает тайну будущего, да, то есть улавливание тайны будущего, или посвящение себя относительно каких-то действий в будущем. Или показывает пойманное, сконцентрированное прошлое. Вот прямая руна – это будущее, посвящение чему-либо, или, как Ральф Блюм говорит, инициация. Инициация – это, по сути, производное слово посвящение, только они имеют разное немножко смысловое значение. Поройтесь в словарях, вы поймете. Я скажу, как я вижу. Это когда человек себя посвящает. Вот есть такое бродит на полях интернета, что типа в руны надо посвятить, то есть, и так далее. Ребята, ну выкиньте этот бред из головы. Вы сами себя посвящаете этому изучению. Вы посвящаете себя жизни, посвящаете себя работе, посвящаете себя детям, посвящаете себя какому-то хобби, посвящаете каким-то вещам. Вы себя посвящаете. Когда вы что-то делаете, вы посвящаете это. Когда вы ходите на работу, вы посвящаете себя определенному деланию. Понимаете? Вот в чем вопрос. А перевернутая руна – это отсутствие посвящения, это отсутствие, закрытое посвящение. То есть, иными словами, вы живете прошлым. Руна Перт прямая показывает будущее, изменение, развитие, а перевернутая руна показывает прошлое. То есть то, что уловилось, что в прошлом. И мы зацикливаемся, когда руна Перт, например, в моем понимании трактовки у меня есть на это основание, потому что я изучал аспект ассоциации. Вы хотя бы посмотрите, руна Перт, она находится на древе жизни между Мидгардом и Ванхеймом. Мидгард — это наше сегодняшнее, теперешнее время, символ Мидгарда — это время, а Ванхейм — это плодородие, результаты, достижения. И руна Перт соединяет эти два мира.
достижение во времени. Понимаете? Мы достигаем спустя какое-то время. Нам открываются наши результаты, когда мы посвящаем себя деланию. Когда же руна Перт перевернута, это что? Это когда у нас есть результаты, да, какие-то достижения. Но мы эти достижения прошлого ценим больше, чем те достижения, которые мы можем достигнуть в будущем. Вот суть руны Перт. Понимаете? То есть когда мы залипаем на результатах прошлого, и они становятся неким эталоном. То есть у нас было там такое-то, а теперь у нас такое-то. То есть хуже, чем было. Подожди, вместо того, чтобы залипать на этом результате, а тем более залипать на тот негативный результат или меньше, ведь это будущее. Сделай свое будущее, чтобы результат был лучше в 2 раза, чем тот, который был. Почему ты его занижаешь? Значит, это заниженный результат. Ты смотришь опять же в прошлое, перевернутая Перт. Вот у меня в прошлом был такой результат, а опять же в прошлом потом стал такой результат. И я не знаю, что ждать от будущего. Все, унылое говно. Вот мне что-то, знаете, сегодня 3-й раз уже или 4-й повторяю. Цензуры на канале нет, поэтому интеллигентное ругательство допускается. Поэтому поставь планку, продумай стратегию. И вот здесь вот как раз и есть момент вашей судьбы. Какая ваша судьба? Вы меряете свой будущий результат относительно маленького результата или того, что было? Это было. Ведите себя изменением. Поэтому если бы выпала руна Перт у меня, то она в первую очередь показала бы мне, что ты смотришь на результаты, смотришь на прошлое, как на эталон своего будущего. Вот в чем вопрос. То есть я меряю твою будущую судьбу относительно прошлых достижений. Какие ты хочешь достижения иметь в будущем? Такие же? Наверное же лучше. И другие, чтобы они радовали. Так делай для этого. Думай, продумай, анализируй, посвящай себя, и у тебя получится. У любого человека получится. Нет ограничений. Ограничения у нас вот здесь. Ничто внешнее не имеет никакого значения, кроме того, как оно вам представляется. Подтверждение. Перт ассоциируется с фениксом, мистической птицей, которая сжигает сама себя, а затем возрождается из собственного пепла. Вновь и вновь, говорит оракул, вы будете проходить сквозь пламя. Встречайте каждое препятствие на вашем пути, как личный вызов, характерный для посвящения, которое вы сейчас проходите. Проживая свою жизнь как инициатический цикл и в соответствии своей волей, в соответствии с волей небес, а я не просто так и говорил, со своей волей, вы не сможете не соответствовать требованиям вашей судьбы, требованиям вас же самих. Поэтому мы имеем право от будущего востребовать то, что нам принадлежит по праву. И нет этих ограничений. Главное, чтобы мы четко понимали, что мы имеем на это право. И для этого мы должны очень хорошо и крепко подумать, где мы находимся и к чему мы хотим прийти. Вот где-то так. Пусть вам этот пример профиля судьбы, а он у нас 4-й, это по сути 4-я руна, которую мы вытащили, кто практикует практику профиль судьбы, указывает нам совокупно, какова моя судьба, на что следует обратить внимание. Где-то так. Завтра мы встречаемся в 18:00. У нас будет тема «Каков мой крест?» Или я немножко его перефразирую, не «Каков мой крест?», а «Какое мое бремя?». То есть какое у меня есть бремя, которое я несу. И стоит ли его нести или стоит от него освободиться.
вот в таком плане. То есть, будем говорить, христианский толк такой обреченности мы убираем. У нас тон идет познание, тон идет, как изменить свою жизнь. Вот, и профиль судьбы — это не что иное, как изменить свою судьбу и жить истинной судьбой, истинной волей. Вот это самый главный момент. На сегодня все. Время пробежало лично для меня очень быстро. Очень здорово, что были со мной. Спасибо, Алекс, Анна и Павел. И те, кто будут смотреть, или кто смотрит, но не пишет в комментариях. Я верю, что к 40-му выпуску, или может даже не где-то я так много беру, к 30-му выпуску нас будет много, и у нас будет какое-то даже обсуждение. Всем спасибо, благодарю вас. Как всегда, кто не подписан, подписывайтесь. Есть там сразу возле подписаться кнопочки, есть такая колокольчик. Вы когда на него нажимаете, там есть все уведомления. Тогда вы не пропустите новые видео и новые эфиры. Вам придет сообщение. Вот. Вы будете знать, что новое на канале. Могу сказать, что я готовлю очень интересные вкусняшки. На это надо время немножко, поэтому не получается так быстро, но очень скоро я выпущу несколько интересных, познавательных и ознакомливающихся роликов. Всего вам доброго, всех благ вам, да пребудут с вами боги.